Зачем класть мокрую газету в холодильник? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Вряд ли можно найти квартиру без холодильника. Давно прошло то время, когда хозяйки зимой вывешивали за окно авоськи с продуктами, а летом оборачивали их мокрыми полотенцами. Теперь холодильники существуют на любой вкус, всяких размеров, с любой температурой охлаждения и заморозки продуктов, всевозможных размеров и дизайна. И все-таки существует ситуация, с которой умелые хозяйки справляются лучше, чем самая совершенная техника. Вот ни один конструктор холодильников не сможет объяснить такое интересное решение. Зачем нужно класть мокрую газету в холодильник? А хозяйки знают. Вдруг в холодильнике появляется неприятный запах, и со временем он только усиливается. Прежде чем начать с ним бороться, нужно выяснить причину его появления. Самые распространенные причины возникновения этой неприятности следующие. За холодильником неправильно ухаживали, вовремя не проветривали и не очень часто мыли. В холодильнике залежались испорченные продукты. В рабочей камере завелась плесень. В холодильнике не работает система вентиляции. Испортились механизмы или детали, и холодильник неправильно работает. Засорилось сливное отверстие, и внутри копятся продукты оттаивания. У разных запахов разные причины. Даже если держать все банки и емкости в холодильнике с плотно закрытыми крышками, камера через некоторое время заполнится неприятными запахами. Хотя бы раз в год холодильник рекомендуется мыть. Когда известны возможные причины, то легче их устранить заранее, чем бороться со следствиями. Для предотвращения неприятностей в холодильник помещают абсорбенты. Абсорбция – это свойство некоторых продуктов активно впитывать в себя окружающие запахи и не выпускать их наружу. Абсорбентами могут быть натуральные продукты и искусственно созданные устройства. Одно из самых доступных и безвредных решений – это использование в качестве натурального абсорбента кусочков обычного ржаного хлеба. Черный хлеб нарезается кусочками и раскладывается на несколько тарелочек. Тарелочки расставляются на полках внутри холодильной камеры. Другой популярный натуральный абсорбент – это рисовые зерна. Они тоже очень хорошо впитывают запахи. Насыпанные на блюдечко, они будут успешно справляться со своей задачей по очистке воздуха. Абсорбентами являются разрезанные луковицы, картофелина, яблоко. Они тоже эффективно впитывают посторонние запахи. При этом нужно помнить, что время от времени их нужно заменять на свежие. Если в холодильную камеру положить ароматные травы и специи, базилик, куркуму, гвоздику, эстрагон, корицу, сельдерей, чабрец, то тоже можно предотвратить появление чужих запахов. Помогает нанесение тампоном на стенки холодильника экстракта ванили. Хорошим освежителем воздуха являются апельсиновые корки и дольки лимона. Можно и лимонный сок в открытой посуде поставить. Совсем просто защищать атмосферу в камере с помощью сахара или соли, насыпанных в маленькие блюдечки. Если хозяйка упустила момент и в холодильнике плохо пахнет, то с запахом придется бороться. Для этого тоже имеется много способов. Холодильник надо выключить, разгрузить, помыть раствором пищевой соды и протереть стенки и полки раствором уксуса в воде в равных долях. Если в камере оставить открытую емкость с раствором соды, то никаких запахов не будет 3 месяца. Сильным средством для борьбы с запахами является растолченный активированный уголь. Он будет защищать холодильник в течение нескольких недель. В самых тяжелых случаях на помощь приходит нашатырный спирт в растворе. Взять 1 столовую ложку на 1 литр воды, раствором нужно протереть стенки и оставить дверцу открытой на несколько часов. Кроме народных средств можно воспользоваться фирменными. В продаже имеются недорогие очистители ионизаторы и поглотители запаха. Они удаляют следы запаха рыбы, чеснока, лука, а также ионизируют саму холодильную камеру. Шарик с силикагелем защищает холодильник в течение года. Поглотитель запаха с гранулами активированного угля впитывает газ этилен, который выделяется фруктами и овощами. В этом случае овощи и фрукты дольше будут оставаться свежими. Поглотитель с гелием на основе вытяжки из водорослей и экстракта лимона освежает воздух и поглощает запахи гораздо быстрее, чем другие поглотители. Поглотитель из минеральных солей в виде большого кристалла удобен для применения, но его надо промывать 2 раза в месяц, чтобы удалять верхний слой. Поглотитель озонатор уничтожает в холодильнике микроорганизмы, предупреждая гниение продуктов. Прибор работает от батарей и снабжен индикатором разряда батарей. Кроме дурных запахов, необходимо защищать холодильник от грибков и плесени. Хорошо помогают отбеливатель, перекись водорода, уксус, нашатырный спирт. А теперь нужно выяснить самое интересное. Зачем в холодильнике оказалась мокрая газета?
Оказывается, скомканная намоченная газетная бумага является хорошим адсорбентом запахов и абсолютно дешевым. Смачивать лучше всего из пульверизатора. Чтобы она не прилипала к решеткам, под нее нужно что-нибудь подкладывать. Работает этот способ медленно, но надежно. У хорошей хозяйки все хорошо, и чисто, и вкусно, и холодильник выглядит как новенький, а внутри всегда пахнет только вкусным. Ради этого приходится потрудиться и проявить смекалку. А вы будете класть мокрую газету в холодильник? Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.